У нас сегодня солнечный денечек. До 14 днем обещают градусов тепла. В общем, красота. Дождика не будет сегодня. Завтра будет. Мы идем, планируем сегодня еще дальше продолжать велосипед, подыскивать. И если найдем подходящий, то уже купим. Видите, какая прелесть. Все детки из детского садика вот в таких жилетиках. Такая желтенькая гусеничка. Какая примула, красота. Вот сюда стояла раньше большущая очередь по поводу легализации жилья. Теперь никого нет, потому что все закончился процесс. Было это до 7 февраля можно было подать заявки на легализацию своего жилья. И теперь все. Красивое здание, старинное. Так вот в центре города просто поставили площадочку. Ну, конечно, рекламу спонсора. И поставили для баскетбольной вот эту установку, чтобы играли бесплатно желающие баскетбол. По-моему, супер. Кстати, Mozart — это компания, которая игровая. То есть, где можно делать ставки, которые в Сербии разрешены. В общем, классно, что Сербия уделяет внимание много спорту и доступности, бесплатной доступности к различным развлечениям. Da podsjetimo što je jedna sjajna tradicija. Sve vreme igra se i mini kupu. Я так поняла, что будут соревнования в городе Ниш. Спартак Суботица команда баскетбольная. И только что мы видели, как автобус приехал к отелю в сопровождении полиции. Это команда «Партизан» белградская. Так что вот такие соревнования будут, игра. Ну а эту площадочку, я так поняла, что просто поставили для привлечения интереса к баскетболу. Хотя, мне кажется,
Сербам к спорту вообще не нужно никак привлекать. Они с детства привлечены к этому. И к футболу, и к баскетболу. Нам наш земляк подсказал адрес одного склада, где продают велосипеды. И мы приехали туда. Сейчас пойдем смотреть, что у них есть. А это реклама хлебозавода. Вот так вот лошадки тут скачут мимо. Вот сам хлебозавод и реклама. Я просто увидела, что мы берем такой хлеб. По-моему, в оранжевой упаковочке мы брали. Очень вкусный. Оказывается, это местные вот здесь вот выпекают. Какие-то пышечки, не знаю, что это такое. В общем, такой вот хлебозавод здесь. Запахло здорово. У нас, где мы жили, в России, тоже был хлебозавод, прям недалеко. И очень часто пахло то ванилька какой-то, то еще чем-то. И здесь точно такой запах сейчас стоит. Мы сегодня забрались за город. Это поселок на селе 9 мая, а еще даже дальше за ним называется поселок Чокот. Вот, это, пожалуй, самый красивый дом, который здесь есть. Самая красивая территория. Не знаю, кто здесь живет. Все остальное это прям деревня-деревня. Сейчас пойдем пешочком. Здесь автобусы ходят, кстати. Но мы пойдем пешком, просто чтобы немножко поснимать. И посмотреть. Где? Ну да, чуть-чуть встречается домов красивых. А так, как, конечно, прям поселок-поселок. Деревня-деревня. Весь колорит, смотри, сербский, да? С этим, с хранилищем для кукурузы. Сушат перец. Блин, какой колорит вообще. Конечно, очень здорово, но я бы здесь жить не смогла. Это прям деревня-деревня. Вот какой дом. Просто очень клевый. В общем, есть хорошие дома, но все равно это, в общем-то, деревня. И много домов вот таких вот разрушенных, совсем стареньких.
Вот кто-то строит себе новый дом прям. А рядом старый. Тоже хороший дом. Вот здесь уже есть огороды, потому что это за городом. Что-то выращивают. Тут вдалеке теплицы я вижу. В городе так массово никто не выращивает, даже у себя на участках. А это что-то, не знаю, что-то старенькое. Ну вот деревня деревней, а для детей заниматься спортом вот прекрасная площадка. Баскетбольная, футбол можно играть. Так что так. Для спорта я знаю, что во многих, наверное, во всех поселках Сербия все делают для того, чтобы дети занимались спортом. Это поселковая школа. Кстати, дом здравия здесь тоже есть, поликлиника. Но он прям махонький-махонький. Ой, сколько здесь шишек. Мне как раз надо на поделке. Полно. Правда, мелкие все. Мы видели тут лавочку такую под елью. Решили посидеть, попить чайку. У нас с собой чай в термокружках. Лавочка не популярная. Не популярная? Почему? Тропинки нет. Странно. Вкусно? Да. С малинкой. Вкусные. Ну, вот такая школа. Ну, поселковая. Здание не новое. Вообще, в нише, вот сколько я школ видела, они тоже расположены все далеко не новых зданиях. Поэтому это не говорит о том, что в поселке, поэтому она такая не новая. И в городе тоже такие же школы. Просто, наверное, большего размера. В общем, в деревне, конечно, есть своя прелесть. Но я снова лишний раз убеждаюсь, что мы выбрали лучшее место жилья, которое мы приобрели. То есть это и не крупный город, там, и такой, как Белград, потому что я уже говорила не раз, что Белград мне не нравится. Я не люблю крупные города, я не люблю скопление людей, машин, транспорт. Это все не мое, не для меня. И, конечно же, я бы не смогла жить в поселке, в деревне. А у нас как раз получилось что-то среднее. То есть у нас все рядом, но это и не город крупный, и не поселок. В общем, мы молодцы. Смотри-ка,
А вон вертолет летит. Это еще что? А вон летают, как они называются? Дельтапланы. Видишь, 4 штуки я вижу. Вдалеке. 1, 2, 3, 4. Как тут все интересно. Кто? Пёсель? Охранник, наверное. Нет, это кот. Да, рыжий кот. Мачка. Вот какая куриная семья. Куриная семья. Петушки и курочки. Да ладно. Мы же не забираем твою курочку. Не бойся. Да, ходить опасненько. Здесь пешеходной зоны вообще нет. Просто от слова совсем. Приехав в Сербию, я приобрела новую профессию. Трактористка. Вот. Тут есть такая фишка при обмене прав. Когда вы меняете права русские на сербские, то вам выдают вместо категории вождения легковой машины. Ну, в общем, легковая машина также выдается на легковую. И в России, если у вас было мопеды категория, то здесь она меняется не на мопеды, а на трактор. Вот. Так что теперь я могу водить трактор.
Iz Skalki Ponjove, brate, na Posavci. I kod trga gde na Pečatku, kod one ulice da Prednjevičko trg. Od Skalka na ulicu stili. I pošli prema trgu. Gde na Pečatku baš se namestilo da ulicu za ovo, a on se razglavio, razmandao se u kjeru. Znaš ono, što bi servirali, a oni ga gledaju, zašto ti šta je bilo? Da li njima odnosi? Ne znam kako ga, ali njima odnosi. I oni koji pašu, svi turista vodi. Kako će gledati? Ovo ruke na onog uvijek se ja sam te radi, a drži navodno, i ovako drži ruke i gore sa sve navodno. Ja sam ovdje nije pogledaj na ovo. Nećemo dozvole. Ну а вот школа в городе Ниш. Это в нашем районе. Конечно, другое дело. Территория аккуратненькая. Вся ухоженная. Сама школа очень аккуратная. Конечно, есть разница между сельской школой и городской. Ну, в центре мы видели несколько школ. Это вот в нашем районе. А в центре мы видели несколько школ. Они, конечно, тоже были не очень-то. Требуется там внешний ремонтик. Потому что фасады были очень обшарпанные. Все, мы ждем автобус, едем домой. Нагулялись на сегодня. Это местечко недалеко от нашего района. С одной стороны оно уютненькое, чистенькое. А с другой стороны, здесь было раньше заросшее все летом, весной, зеленью. А теперь, когда это место стало такое без листочков, стало видно, какая здесь помойка. Это, конечно, ужас. Я такого не ожидала. Просто все в мусоре. Просто сплошная помойка. Это, конечно, кошмар. Это же можно было убрать. Ну, там, видимо, все заросшее. Как бы никто не хочет туда лезть. Но можно было как-то и облагородить кустики, чтобы почистить. Да и вообще можно было не выбрасывать сюда мусор, чтобы так не уделывать всю территорию. Ну, конечно, безобразие. Это ужасно. К сожалению, у нас место нашей мусорки выглядит вот так вот. И на собрании жильцов, которое у нас пару дней назад прошло, мы решили сделать такую огородительную сеточку вокруг мусорки, почистить вот здесь вот всю территорию, потому что когда приезжают забирать мусор, они просто выгружают из мусорки самой из контейнера, а вот это все остается. Чтобы котики не лазили по мусорке, в общем, чтобы было здесь аккуратненько все. Вот так почти устроен весь город Ниш. Люди идут по проезжей части, потому что пешеходная зона заставлена машинами. Это практически везде так. К сожалению, это очень неудобно.
так вот по проезжей части ходить неудобно. Но без вариантов. Увидели такую интересную гостиничку. Решила вам показать. Аккуратненькая, небольшая. Калифорния Апартментс называется. В центре города, только немножко в глубину улиц. Очень даже миленько выглядит. Цену на бензин хочу снять. 95-й 179 динар, сотка 200, евродизель 206 и 198. В общем, один еще там с какой-то добавкой и один 198 просто, и газ 95,90. Это Лукойл. Бензин в Сербии очень дорогой. По-моему, если я не ошибаюсь, занимает второе место по Европе по дороговизне. И это жаль. Но что хочу сказать, несмотря на дороговизну бензина в стране, машин очень много. В Сербии практически у каждого есть машина, практически, а у некоторых на семью несколько машин. Это можно оценить по сравнению с тем, что нехватка мест у дома парковочных. У нас, например, когда дом построили, то есть была разметка на всю парковку. То есть по количеству квартир в доме. Если у нас их 16, то есть 16 мест. И мы, например, не купили. И еще я знаю, что некоторые квартиры не купили. У нас просто не было на тот момент еще отдельно и деньги на парковку, чтобы купить. То есть парковка продавалась отдельно, не входила в стоимость квартиры. И нам пришлось тогда отказаться. И сейчас мы, конечно, жалеем, но, возможно, еще сделают дополнительные места, и мы тогда купим. Но пока их еще не сделали, это возможно. Но что я хочу сказать, что те места, которые не выкупили, их тут же купили жители других квартир. То есть в некоторых квартирах по нескольку парковочных мест. Соответственно, несколько машин на квартиру. Поэтому, несмотря на дороговизну, машин в семьях несколько, и все очень активно пользуются машинами. Мы снова в Бранковиче. Раньше мы кушали всегда на улице, сейчас холодно, поэтому внутри в кафе.